Ребята, всем здрасте, вы находитесь в гостях у Мишани. Сегодня мы будем делать с вами интересное блюдо – казан-кебаб. Блюдо, по сути, это картошка с мясом, но со своей технологией жарки, а потом длительным тушением. Значит, мы взяли килограмм шеи говяжий, нарезали мясо вот такими вот большими кусками и взяли килограмм картошки. На этого нальем пол-литра масла. Я знаю, будете говорить, что много, но после того, как мы будем закладывать картошку с мясом, перед этим мы с вами выльем больше половины масла. Даже не больше, а почти все масло. Масло должно быть очень горячее, чтобы картошку нашу хорошо сразу зажарило. Масло должно быть сильно горячее. Специи у нас сегодня черный перец, соль крупная. Зиру у нас никто не любит. Будем пользоваться кориандром. Но перед этим мы сейчас в казан бросим целую луковицу. Пусть наберет еще масло, вкус и запах. И ароматов лука. Уже запахло маслом и луком жареным. Но еще немного. Вот так масло играет с нашим луком. Но запах уже идет обалденный. Обалденный идет запах. Сейчас еще немножко и будем добавлять картошку. Сейчас вынимем лучок наш, оставим ароматное масло и будем добавлять картошку. Посмотрите, как красиво наша картошка подрумянилась. Какая красота. Посмотрите, какая картошечка. Какая красота это, а? Посмотрите, как красиво. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Какая золотистая картошка. Посмотрите. Золото. Теперь мы ее немножко присыпем крупной солью. Немного. Вот так, достаточно. Вот так. Смотрите, какая красота. Но теперь дадим маслу еще раз сильно нагреться и будем укладывать для обжарки мяса. Смотрите, как красиво наше мясо зажаривается. Посмотрите, какая красота. Это очень красиво будет сочетание золотистая картошка и зажаристое мясо. Шикарно будет. Посмотрите, как шикарно зажарилось мясо. Посмотрите. Какое мясо шикарное. Посмотрите это мясо, а? Вот это мясо. Смотрите, какая красота. Как играет пузырьки масла на солнце. Ну все, будем выкладывать наше мясо, сливать масло и собирать наше блюдо на медленное томление до готовности. Мы слили почти все наше масло, смешали картошку вместе с мясом. Сейчас зальем 300 мл воды. И будем томить на мелком огне. Сейчас мы добавили перчик, кориандр, соль по вкусу. Ну и будем заливать все горячей водой.
Понизили огонь и накроем крышкой. Залил водой, сделал маленький огонь. И не напоминает вам этот казан как тажин. Внизу, где приготавливается пища, конуснообразная крышка, которая собирает конденсат. И потом вся эта жидкость спускается обратно в казан. Так он томится в собственном соку. Будем ждать результатов. Медленно томится. Посмотрите, какая красота. Как томится наш казан-кебаб. Какие цвета, какая картошка золотая. Мясо с коричневой корочкой. Запах обалденный. Я добавил туда стебелек тимьяна. Кориандр добавил, черный перчик. И больше ничего не надо. Этого достаточно будет. Посмотрите, какая красота. Прошло 2 часа. Наш казан-кебаб готов. Посмотрите, какая картошечка золотистая. Она мягкая, рассыпчатая. Мясо мягкое, сварилось. Запах обалденный. Кебаб готов. Зеленью. И, пожалуйста, все за стол. Вот такое шикарное блюдо у нас получилось. Казан-кебаб. Приятного аппетита. Очень вкусно. Вот такая рассыпчатая картошечка и мясо, которое тает во рту. Приятного аппетита. Заходите на канал, ставьте лайк.